Всем привет! Вы на канале Smart 7. Новости высоких технологий на каждый день. Сегодня мы проведем обзор iPhone 13 Pro Max и поговорим о его характеристиках. По поводу iPhone существуют разные мнения. Одни считают его лучшим смартфоном нашего времени, а другие отсталым и никчемным. Правда, iPhone неплохо продается. Во всемирной десятке самых продаваемых моделей смартфонов почти одни iPhone. А чипы в них даже позапрошлогодние, но все еще опережают чипы всех конкурентов Benchmark. Но и у противников iPhone аргументы такие, что против них и не возразишь. В iPhone до сих пор нет функции постоянного включенного дисплея, не встроенных в дисплей датчиков отпечатков пальцев и много чего еще из этого, что уже давно используется в смартфонах других производителей. С этим всем уже давно смирились. Но судя по тому, что стало известно об iPhone 13 Pro Max, Apple решила его исправить. Как же назовут iPhone 2021 года? Apple суевериями не страдает. Она преспокойно выпускала Apple A13, выпустила бы и Apple A13X, если бы в этом была необходимость. Но те, кто покупает iPhone, вполне могут относиться к этому числу с предубеждением. И использование его в качестве обозначения новой модели iPhone может негативно отразиться на ее продажах. Кто-то на нашем канале уже подумал за Apple и решил, что iPhone 2021 года будет iPhone 12s. Вопрос, а что дальше? iPhone 2022 года уже на стадии поздних прототипов. Оставшиеся ему 1,5 года пролетят как один миг. Как назвать его? iPhone 14, а почему бы не обозначить этим индексом уже iPhone 2021 года? Я буду называть его iPhone 13, хотя не исключаю, что эта модель будет представлена как iPhone 12s Pro Max, и на ее продажах это никак не скажется. Поговорим об экране iPhone 13 Pro Max. Сильнее всего в iPhone 13 должен измениться дисплей. В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max это будет LTPO OLED дисплей производства Samsung. Samsung им уже занимаются. О том, что в одном из ближайших поколений iPhone наконец появится этот дисплей, слухи циркулируют с ноября-декабря прошлого года. По прошлогодним слухам, это должно было случиться в 2022 году, а то и позже. Теперь встреча LTPO и iPhone назначена на сентябрь этого года. У LTPO дисплеев немало достоинств, например, они потребляют на 10-15% меньше энергии, чем обычные LTPS. Apple изыскивает все возможные и невозможные пути снижения энергозатрат в iPhone, а функция постоянного включенного дисплея потребляет немного, но постоянно. Аккумуляторами iPhone уже занимаются, их емкость будет увеличена, но едва ли Apple решилась бы добавить эту функцию без внедрения LTPO. Дисплеи, скорее всего, только в Pro моделях, будет реализована технология ProMotion, автоматически меняющая частоту обновления экрана в диапазоне от 1 до 120 Гц. ProMotion ускорит реакции дисплея и при этом снизит его энергопотребление. Apple использует ProMotion в iPad Pro. Стоит заметить, что тот же только в Pro версии. Давайте теперь подробнее поговорим о характеристиках iPhone 13 Pro Max. Начнем с его так называемой челки. Челка на экране iPhone появилась в историческом 2017 году. И тогда же появилась эта традиция. Каждый год предсказывать либо исчезновение челки в следующей модели, либо ее уменьшение. Предсказывают ее уменьшение в iPhone 13, но впервые для этого есть хоть какое-то реальное обоснование. Фронтальная камера, которая будет в нем использована, значительно меньше по размерам, чем нынешняя. Камеры на тыльной стороне iPhone 13 будут прикрыты от внешнего мира прозрачной крышкой с прозрачного стекла. Это и защита от неприятностей, и благодаря этой крышке блок камер удобнее протирать. Кроме того, камеру научат ремеслу астрофотографии. И не просто обучат. Теперь, когда в объективе интеллект-камеры и iPhone опознают небесные тела или фрагмент звездного неба, будет включаться режим астрофотографии. Такой функции, насколько я знаю, у конкурентов еще нет. Зато у них давно поддерживается режим портретной видеосъемки, который обещают в iPhone 13. И вроде бы не только в Pro версии. Магнитное поле MagSafe, встроенного в iPhone 13 всех моделей, усилится. Жалоб на его недостаточную силу притяжения услышаны. Если учесть, что в MagSafe используются постоянные магниты, а магнитное поле может воздействовать на работу различных устройств, например, на сердечный стимулятор, это улучшение скорее пугает, чем радует. Но в Apple трепетно относится к безопасности своих устройств. Так что, может быть, и все обойдется. А еще в iPhone 13 Pro Max обещают появление Touch ID сенсора, размещенного под экраном.
Наконец-то в iPhone появится встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. С iPhone и до этого было все благополучно. Даже самой большой их неудач в нынешней истории iPhone, случившихся в 2018 году с iPhone XR и с iPhone XS, конкуренты могли бы позавидовать. Падение продаж отрицательно сказалось на престиже Apple. Но iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире. Apple не спешили с внедрением модных технологий. Поддержка беспроводных зарядок и вызывание яркости OLED-дисплеев появилась в iPhone 2017 года, намного позже, чем у других производителей. На популярности и объемах продаж iPhone это отставание может и сказалось, но с популярностью и продажами iPhone дела обстоят неплохо. Отставала Apple и с внедрением 5G, и много еще с чем. И вдруг Apple что-то изменится. Компания решила исправиться. Как будто кто-то из сотрудников побывал в будущем и увидел там что-то ужасное. За Mac и iPad взялись в первую очередь. Теперь тяга исправления добралась и до iPhone. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на наш канал. Еще больше новостей из мира высоких технологий ждут вас в новых выпусках.